Когда меня спрашивают, ну, о чем книга, да? О чем книга «Лучший возраст для смерти»? Она о эпидемии, она там о постапокалипсисе. Я говорю, нет, она о любви. Все остальное это уже антураж. Она о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Поэтому я, в общем-то, писал о том, что хотя бы хорошо понимаю. Да? Я понимаю, что такое эпидемия, я понимаю, как меняются люди во время болезни. Вот если вы обратили внимание, как себя вели люди во время коронавируса в начале, как относились к своим ближним, да? Как их изгоняли, как их боялись. Ведь это же именно о том, о чем я говорю, о том, как тонка оболочка цивилизации на нас, как мгновенно ситуация страшная ее сдувает, как мы превращаемся в дикарей, как мы готовы сжигать людей на площадях только за то, что они заболели или немножко отличаются от нас. И вот эта одинокая девочка, как она себя будет вести, она фактически на тот момент была, ну, почти ровесница моей дочери. Я писал книгу в 2017 году, ей было 16, там, 15-16 лет, то есть, в принципе, возраст приблизительно тот же. И мы придумали героиню, мы придумали мир, мы придумали ее приключения, и я хотел, чтобы она писала это со мной. Но мечта не сбылась, у нее нашлись другие интересные занятия, а меня история захватила. Я придумал мальчика, я придумал этот мир, деленный на племена и кланы, уже более подробно, и начал его писать. И, в принципе, я считаю, что ну, в какой-то мере дочка моя инициировала написание этой книги, потому что без нее мы бы этот сюжет не придумали. То есть я хотел, чтобы это была книга, которую будут читать люди и моего возраста, и возраста моей дочери. Если Тим это разум, белка это скорее эмоция, да? Это эмоция, это выживание. Она это человек выживающий. Он человек разумный. И одновременно их сводят вместе, и они находят общий язык, да, потому что ну, их объединяет любовь на самом деле, чувства, эмоции. Да? Нельзя быть совершенно книжным, потому что мы видели книжника в начале, да, и как книжник поменялся в конце книги. Мы видели белку в начале, да, это машина для убийства, для выживания, и как она меняется в конце. Поэтому мне кажется, что в этом движении, в этом соединении книжности и разумной эмоциональности есть гармония, равновесие. Не будет одного, не будет второго. То есть вместе, да, это работает. Отдельно нет. Они выживают, потому что они вместе.